ВНЖ в Европе для айтишников и специалистов, работающих онлайн. Сейчас для людей, которые не привязаны к географическому месту работы, есть новое романтическое название – цифровой кочевник или Digital Nomad. Представляете, сейчас не нужно придумывать нелегальные схемы. Хочешь жить у моря, работать с ноутбуком и платить меньше налогов, чем в любой другой стране Европы? Добро пожаловать в Болгарию! В этом видео я расскажу, как получить вид на жительство в Болгарии для цифровых кочевников, какие есть требования, какие нужны документы и чем эта программа лучше, чем в Испании, Португалии или Греции. Обязательно досмотрите это видео до конца. Там я расскажу реальные истории людей, которые уже получили этот ВНЖ, и объясню, кому Болгария подходит идеально. Подпишись на этот канал, если мечтаешь жить в Европе, но без лишней бюрократии. Меня зовут Ника Рудакова. С 2020 года я занимаюсь инвестициями в недвижимость. Я и моя команда поможет выбрать объект, купить, сдать в аренду или переехать, а также сделать ремонт. Что такое вид на жительство для цифровых кочевников и почему именно Болгария хит 2025 года? Digital Nomad Visa – это специальная виза или разрешение на временное проживание, которое дается не гражданам ЕС и позволяет работать удаленно на компанию вне страны или быть фрилансером, пока живешь в данной стране. Условия для разных стран реально разные. Например, в Греции виза дается на 1 год для дистанционных работников. Требуется доход минимум 3500 евро в месяц, если вы без семьи. Работать для греческой компании нельзя, только для фирмы вне страны либо же на фрилансе. Продление такой визы именно в Греции возможно. В Португалии требуется предоставить страхование здоровья и подтверждение дохода. В Испании с апреля 2023 года также действует цифровая номадская виза для граждан не ЕС. Первоначально она выдается до 1 года, но имеет возможность быть продленной до 5 лет. И требуется доход минимум 2334 евро в месяц. И полезный момент – льготы по налогам, то есть, например, пониженная ставка для дистанционных работников. Эстония – это была одна из первых стран ЕС, которая запускала визы для цифровых кочевников с 2020 года. В Эстонии дается право на проживание до 1 года. Требуется доказать доход, получить страховку и доказать, что работа связана с компанией за пределами Эстонии. В Италии такая виза введена в 2022 и 2024 годах. Закон подписан мартом 2022 года. Требуется доход 28 тысяч евро в год. Работать можно как фрилансер или как наемный работник, но работа должна быть вне Италии. И вот, наконец, Болгария. Хит 2025 года. Программа Digital Nomad Residence Permit в Болгарии официально запущена в 2025 году. Она дает возможность жить и работать в стране до 1 года с возможностью продления. Главный критерий – вы должны работать удаленно на клиентов или компанию за пределами Болгарии. То есть, если вы фрилансер, дизайнер, программист, маркетолог, копирайтер – это для вас. Доход должен быть минимум 50 минимальных зарплат Болгарии. То есть, это примерно 54 тысячи левов в год или около 27 тысяч евро. Почему же Болгария – топ-страна для Digital Nomad? Во-первых, в Болгарии самая низкая ставка налогов в ЕС. Подоходный налог всего лишь 10%. Корпоративный налог тоже 10%. И можно открыть компанию даже как единственный учредитель. Для сравнения, Германия – это 35-45%, Испания – 24-30%, а Португалия – 20% и все соцвзносы. Для фрилансеров и айтишников это реальная экономия в десятки тысяч евро в год. Во-вторых, в Болгарии недорогая жизнь и жилье. В среднем аренда жилья в Софии или на побережье в 2-3 раза дешевле, чем в Лиссабоне или в Барселоне. Кофе стоит всего лишь 1 евро, обед 6-8 евро, транспорт просто копейки. Это означает, что даже при доходе 2-2,5 тысячи евро в месяц можно жить комфортно, копить и путешествовать. В-третьих, Болгария идеальна для того лайфстайла, который любят кочевники. Болгария все еще скрытая жемчужина Европы. Здесь есть и море, и горы, и термальные источники, гастрономия и вайб расслабленного темпа. Здесь уже растет большое комьюнити кочевников. В Банско, в Пловдиве, в Варне, в Созополе. Это популярные точки для фрилансеров. Здесь простая интеграция. Английский в крупных городах, дешевый интернет и комфортабельные коворкинги. А на Солнечном берегу вообще, можно сказать, земля обетованная для украинцев. Поэтому приезжайте сюда, у нас дешевое жилье и есть квартиры в рассрочку. И самый главный бонус – путь к ПМЖ и гражданству. После 5 лет проживания по болгарскому ВНЖ можно подать на ПМЖ, а затем и на гражданство в ЕС. В Испании, Португалии и Хорватии при этом минимум 5 лет, но с кучей условий и ограничений по пребыванию.
Реальные кейсы получения ВНЖ по визе цифрового кочевника в Болгарии. Или как это работает на практике. Приведу вам пример Анны из Украины. Она веб-дизайнер. Работала через Upwork, зарабатывала примерно 2800 евро в месяц. Анна решила переехать в Болгарию на постоянное проживание по визе цифрового кочевника. Сначала в миграционной службе вообще не знали, как применять новую категорию. И Анне пришлось через адвокатов Софии добиваться правильной формы. Потребовали подтвердить, что у нее есть постоянный удаленный доход, минимум 50 болгарских минимальных окладов. Все документы нужно было перевести на болгарский и заверить. И как результат, разрешение одобрено. Она получила ВНЖ на 1 год и теперь планирует продление, чтобы потом податься на долгосрочное проживание, а потом и на гражданство. Да, в Болгарии эта программа новая, но для фрилансеров из Украины и СНГ это одна из самых доступных по доходу и стоимости жилья страна. Как подать на ВНЖ для Digital Nomad в Болгарии? Для этого вам нужно: первое – это паспорт и шенгенская виза. Если нет, подаете в консульстве в Болгарии. Второе – это доказательство дохода за последние 6 месяцев. Третье – это контракты с зарубежными клиентами. Четвертое – медицинская страховка. Пятое – это документы о месте проживания, то есть аренда либо своя недвижимость. Шестое – это перевод и нотариальное заверение всех документов на болгарском языке. Подача займет от 1 до 3 месяцев. Разрешение выдают на год, продлевается еще на год, а уже через 5 лет можно подать на ПМЖ Болгарии. Так что если ты работаешь онлайн, если ты дизайнер, маркетолог, айтишник, СММщик и мечтаешь жить в Европе, но не хочешь платить бешеные налоги или стоять в очередях в испанских консульствах, Болгария может стать твоей тихой базой в Европе. Здесь можно платить минимальные налоги, жить у моря и получать европейский ВНЖ. Поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, где бы ты хотел жить, если бы мог работать из любой точки мира. В следующем видео я расскажу, как оформить болгарское налоговое резидентство, чтобы платить всего лишь 10% налога и спать спокойно. Подпишись на этот канал, если эта информация была тебе интересна, и, конечно же, поставь лайк. А если ты хочешь знать, сколько стоит квартира в Болгарии и как можно купить свою квартиру на берегу моря с первым взносом всего лишь 10-15 тысяч евро, перейди по ссылке в описании к этому видео.